Хьюстон, внимание! Мы получили видеосообщение, адресованное экипажу. Включите. Привет, друзья! С вами Кинолайм, и мы готовы поделиться с вами обзором на свежие фильмы. А их сегодня у нас два. Как вы поняли из превью, речь пойдет о фильме «Марсианин». Это фильм Ридли Скотта, который взорвал уже все возможные кассы. И второй фильм — это фильм «Прогулка» Роберта Земекиса. Мы вот сходили в IMAX 3D на предпремьерный показ и, в принципе, готовы с вами поделиться впечатлениями по обоим фильмам. На сверхширокие экраны вышло многомиллионное видеопособие о том, как вырастить картошку на Марсе. Белорусы, ликуйте! Не только в Беларуси, во всем мире ждали «Марсианина». Это был один из самых ожидаемых фильмов этого года. По многим причинам. Во-первых, снят он по бестселлеру одноименному, который, наверное, многие прочитали. Во-вторых, Мэтт Дэймон в главной роли, который манил нас, заберите нас, и со всех реклам. Везде он был, в общем, да. И в-третьих, Ридли Скотт. Ридли Скотт в режиссерском кресле — это всегда мощь, это всегда постановка, это всегда эпичность. Старый конь борозды не испортит. Несмотря на то, что старичок Ридли в последнее время начал снимать какие-то сомнительные фильмы, в свои 77 лет он по-прежнему способен выдавать многомиллионные блокбастеры. «Марсианин» очень хорош в визуальном плане, прям глаз не оторвать. Не зря же съемочная группа потела в Иорданской пустыне аж в 40-градусную жару. В итоге «Красная планета» получилась такой, как мы все ее представляем. Отдельное спасибо стоит сказать за это VFX-специалистам. Визуалка выполнена очень реалистично. Но за всей этой красивой оберткой прячется уж слишком простое наполнение. Сценарий оказался по-настоящему прямолинейным, уместив в себе при этом множество голливудских шаблонов и штампов. Однако главная ошибка создателей в том, что они так и не смогли передать зрителю ощущение одиночества Марка Уотни. Красная планета Марс, по предварительным данным, необитаемая, непригодная к жизни планета, которая находится очень далеко от Земли. 50 миллионов километров. Да, далеко. И, короче, вот на этой огромной планете остается брошенным крошечный астронавт, как муравьишка, Мэтт Дэймон. Я просто не знаю, что я бы чувствовал, если меня бросили. Ревел бы. Тебе даже когда девушка бросала, ты ревел. Все Путин ревел, когда у Кабаева бросал, я больше чем уверен. Да, так я к чему все это? К тому, что непонятно, как себя чувствовал бы человек в такой ситуации. Но во всех фильмах про одиночество есть присуща какая-то вот свобода. Как бы это противоречиво не звучало, но это правильно с драматургической точки зрения. Взять хотя бы фильм «Изгой» с Томом Хэнксом. Или «Я легенда» с Уиллом «Я Смитом. легенда», да. Ну вот в «Изгое», например, Хэнкс нам дал понять, насколько огромен остров, насколько он ничтожен по отношению к нему. Он ходил, ловил рыбу, мы видели, как растут пальмы, какая была растительность, какие были животные. Мы посмотрели, чем он занимался, когда он был один. I'm sorry, Wilson! Тут такое тоже Ну да, должно здесь было целая быть. планета, но Да. с другой стороны, планета безжизненная, и там нет ни пальм, ни рыб. Что бы делал Марк Уотни, по-твоему? Согласен. Здесь такие элементы не ведешь, но создатели картины могли бы внести какие-то странности, какую-то аномалию, с которой столкнулся бы астронавт, но этого не было. И нам не показали, опять-таки говорю, эту дистанцию, вот этот простор. Просто мы ограничились капсулой, выходом из капсулы и обратно. Ну да, он даже не успел погрустить в своем одиночестве, осознавать то, что он действительно остался один на планете. Он просто вышел, накопал земельки и посажал эту все-таки пресловутую картошку, о которой все говорят. Даже, наверное, минус это автору бестселлера, который вот это все не учел. Дизлайк тебе. Хотя не только действия Марка Уотни выглядят порой странными. Космический экипаж, например, с легкостью принимает решения выше их компетенций и полномочий. Директору НАСА молодой сотрудник утирает нос буквально при помощи степлера и маркера, объясняя принципы гравитационного поля. И все же основной диалог фильма со зрителями ведет Мэтт Дэймон. Не сказать, что увесистый Мэтт похож на ботаника, но в образе брошенного астронавта он смотрится уверенно. Неожиданно в фильме оказалось очень много шуток, и за львиную долю юмора отвечал персонаж Марка Уотни, который вел свой видеоблог, и вел он получше, кстати, чем многие наши блогеры. Представьте, на YouTube появится блог, который называется «Один на Марсе». Видеоблог. Здорово, чуваки, на связи Марс. Халк 3 икса спрашивает, как выращивать овощи. Что ж, я выращиваю картошку на говне. И знаете, чем меньше картошка, тем меньше говна. Опять же, меньше говна, меньше картошки, и это круговорот говна, блять. Понятно?
Итак, получился ли «Марсианин» умным научно-фантастическим фильмом? Я думаю, скорее все-таки нет, чем да. Я бы не поставил в один ряд с «Интерстелларом», например, или моей любимой «Космической Одиссеей» Стэнли Кубрика. А я вам скажу так, если вы хотите просто пожевать попкорн и приятно провести время, то «Марсианин» в самый раз. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. А мы напоминаем, что нашей системой оценки крутости фильма является Долин. И назван он в честь российского кинокритика Антона Долина. Итак, фильм «Марсианин» режиссера Ридли Скотта с Мэттом Деймоном в главной роли. Я даю 3,5 Долина из 5. Моя оценка 3 Долина. Итого 3,5 Долина из 5 получает фильм «Марсианин» по версии Кинолайн. Кому, как не Роберту Земекису, ставить фильм про французского канатоходца Филиппа Петти, который натянул канат между двумя башнями-близнецами на высоте 400 метров и прошелся по ним. И все мы знаем, что Земекис очень любит играть с 3D-технологиями. И эти игры привели к тому, что в кино образовал совершенно новый вид развлечений, который мы называем IMAX-аттракционы. Да, и прогулка как раз таковой и является. Смотреть новую картину Земекиса на гигантском 3D-экране действительно стоит. Фильм «Прогулка» — это тот самый случай, когда современные технологии правильным образом дополняют замысел режиссера. В визуальном плане фильм смотрится очень эстетично и элегантно, вплоть до финальной акробатической кульминации, в которой Гордон Левитт на протяжении целых 15 минут практически парит в воздухе на дрожащем канате, заставляя зрителей нехило переживать. Однако ярым противником 3D «Прогулка» может показаться не такой интересной и убедительной, отчасти, наверное, из-за простоты сюжета, который можно было бы уложить в короткометражку. Но команда Роберта Земекиса решила растянуть историю на добротных 2 часа экранного времени. И, наверное, было бы глупо обвинять создателя картины в том, что у него получился какой-то скудный сюжет, какая-то скудная история, да, сценарий. Но, ребят, все очевидно. Пришел, увидел, победил, и все знают эту историю. И для кого-то будет, наверное, разочарованием, если мы скажем, что в конце фильма Филипп Петти не упадет с этих Крови, канатов. кишков, ничего этого не будет, это не спойлер. Да, и он замечательно пройдется между двумя этими башнями. Просто Роберт Земекис взял этот факт, взял эту историю и немного его Охудожествил, Да. скажем. Если хотите посмотреть реальную хронику событий, то взгляните фильм «Канатоходец» или «Человек на проволоке». Он даже получил Оскар как лучший документальный фильм. Земекис решил сломать четвертую стену первым же кадром, рассказывая нам историю Филиппа Петти от главного действующего лица. Этот прием достаточно спорен ввиду своей нарочитости. Поначалу даже создается ощущение, что «Прогулка» — это какой-то документальный фильм от Discovery, и театральное обращение Гордона Левитта к зрителю немного отвлекает от просмотра. Джозефу, кстати, нужно отдать должное. Ради этой роли он научился ходить по канату и жонглировать, но, пожалуй, так и не смог вжиться в образ Филиппа Петти. Его нелепые ужимки и постоянная жестикуляция лишь отдаленно напоминает эксцентричный прообраз канатоходца. А грим и синие линзы даже делают его похожим на восковую фигуру. Остальные же персонажи фильма схожи со своими прототипами. И знаете, даже не хочется придираться к очевидным минусам фильма. Хочется просто откинуться в кресле и получить то, зачем пришел. Яркое, красивое шоу под трогательную музыку Алана Сильвестри. Итак, что хотели получить от «Прогулки», мы получили в полной мере. Мы видели трейлеры и знали, что это будет действительно захватывающее 3D-приключение. «Прогулка» таким фильмом и является. Да, и самое главное, что вас не обманывают с 3D-технологией. Здесь она оправдана на все 100%. Здесь и замечательные кадры от первого лица. POV. Да, как называют POV. Мы видим ноги, ходящие по канату, а там прям настоящая бесконечная пропасть под нами. Эти башни-близнецы, сумасшедшие какие-то пролетки, залетки, панорамы. То есть все сделано настолько реалистично и сумасшедше, и просто устрашающе, что я даже посоветую акрофобам не ходить на этот фильм. Окей, фильм Роберта Земекиса «Прогулка». Как по мне, с учетом всех плюсов и минусов, заслуживает 3,5 Долина. Но я считаю, что фильм заслуживает 4 Долина. Итого средняя оценка 4 Долина из 5. Hello, my beautiful Russian viewers. My name is Tony Watley II, also known as the Black Critic Guy here on YouTube. The film in its entirety is solid and well put together, from the acting, the writing, the story, the direction, the cinematography, and the visuals. When Philip Petit, played by Joseph Gordon-Levitt, starts walking on that wire, whew, goosebumps, man. Now, there are
some weak elements to the film. The biggest one being the narration. It just came off as really distracting, especially in scenes that just didn't need narration at all. Joseph Gordon-Levitt, his accent just came off as really cartoony and unbelievable. It's like if I were to do the Russian accent, it doesn't sound right, it sounds very cartoony. But overall, as I said before, this is a solid film and one that is definitely worth watching. I'm gonna give it 4 out of 5 Golans. Thank you so much to the guys at Elephant Cinema for having me on. It was a real pleasure. And if you'd like to see more from this guy, please check out my channel, Black Critic Guy. And until then, guys, peace! Ну, на этой ноте нам пора прощаться. Мы рассказали все, что вам хотели рассказать. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь в курсе всех новостей и событий, ставьте комментарии И пишите лайки. Увидимся. Пока.